привет! В этом видео я поделюсь, как я готовила вот такой антигравитационный торт. Если вам интересно, смотрите дальше. Нижний ярус торта у меня медовик. Этот рецепт медовика я готовлю уже больше 10 лет. Это был первый медовик, с которого я начинала вообще готовить торты. В ковшик отмеряем сахар, добавляем мед, потом добавляем молоко, все перемешиваем, ставим на плиту, греем. Только как масса стала теплая, добавляю сливочное масло, все перемешиваем до однородности. Масса начинает уже кипеть, сливочное масло растопилось, добавляю соду. Температуру снижаю, так как масса будет бурлить, подниматься, будет такая очень сильная пена. Осторожно надо мешать, чтобы не попало на руки. Грею, мешаю до такого янтарного цвета. К этому этапу масса немного уже оседает. И тут уже я смотрю, какой цвет медовика я хочу. Раньше я готовила прям вот такой очень темный цвет коржей, более похожий на торт рыжик. Классический медовик обычно не особо темного цвета. В этом этапе мы можем греть массу до очень темного цвета, но надо осторожно, чтобы не превратить эту массу в какую-то ириску. Если готовите первый раз, просто доведите массу до такого янтарного, светло-карамельного цвета, так как после остывания масса еще потемнеет. Снимаю с плиты, продолжаю мешать, так как ковшик горячий и масса продолжает греться. Переливаю в другую емкость. Масса уже немного остыла, стала более темного цвета, такая как темная карамель. Пока медовая масса остывает, я в кофемолке перемолола грецкие орехи вместе с мукой. Пропускаю через сито. Если остаются крупинки еще побольше, опять перекладываю в кофемолку и второй раз измельчаю и пропускаю через сито. Орехи не обязательно, но мне нравится медовик с грецкими орехами, так как тогда усиливается вкус медовика. Также я всегда добавляю немного кардамона. Это тоже на любителя. Масса примерно остыла до 40 градусов и ввожу вот эту ореховую смесь. Перемешиваю, и тогда масса уже остыла до момента, когда уже можно добавлять яйца. По одному ввожу яйца, перемешиваю до однородности вилкой после каждого яйца. И когда ввела все яйца, масса уже почти остывшая до комнатной температуры, тогда можно уже вводить оставшуюся просеянную муку. Муку тоже отмеряем отдельно и потом постепенно добавляем, так как мука может уйти немного меньше, немного больше. Вначале мешаю венчиком, потом уже руками. Потом перекладываю на силиконовый коврик, так будет гораздо удобнее замешивать тесто. Муку добавляем постепенно, чтобы не переборщить. Тесто должно оставаться мягкое, эластичное. Если тесто взять с голыми руками, оно немного прилипает к рукам. Так и должно быть. Но в то же время к коврику и к виниловым перчаткам тесто уже не прилипает. Заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник. В идеале, чтобы тесто пролежало там примерно 10-12 часов. Тогда будет удобнее работать. Тесто у меня пролежало в холодильнике ночь. На второй день я выпекала коржи. Тесто из холодильника очень твердое, плотное и не липнет к рукам. Холодное тесто не прилипает к скалке, но в то же время, если тесто держать при комнатной температуре, оно согревается, и тогда тесто может липнуть к скалке. Тогда можно ставить сверху
второй коврик и раскатывать между двумя ковриками. Я не люблю подсыпать мукой. Раскатала тесто и вырезаю размер А4 бумаги. Перекладываю на перфорированный коврик. Также хорошо выпекается на тефлоновом коврике. Но, конечно, если нет, то можно использовать обычный пергамент. Протыкаю вилкой, чтобы равномерно выпекалось тесто, корж. И выпекаю 170-180 градусов. Тут вы смотрите по своей духовке. Выпекаем до такого румяного цвета. Только испеченные коржи, они мягкие, но после остывания они становятся твердые. Тут уже я не показывала, как я готовила крем. Самый обычный сметанный крем. 500 грамм сметана, 100 грамм сливки и 100 грамм сахарная пудра. Все взбиваем миксером и собираем коржи с кремом. Собранный торт ставлю в холодильник примерно на 5-10 часов, чтобы коржи пропитались кремом и торт стал стабильный в дальнейшей работе. Чтобы торт выглядел как книга, я посередине придавила торт, сделала такое углубление. Немного подровняю сметанный крем, чтобы не мешался лишний слой. Если торт где-то неровный, можно немного подрезать. Торт надо промазать, изолировать масляным кремом. Я использую масляный крем на швейцарской меренге. Также можно использовать любой другой масляный крем, просто масло сбить со сгущенкой. Промазала весь торт не особо толстым слоем. Тут торт не требует толстый слой крема. Это только для изоляции. Потом беру вафельную бумагу. Тут можно использовать как тонкую, так и толстую. Прикладываю один листочек с одной стороны, другой со второй стороны. И потом, чтобы сделать более пышную книгу, добавляю не просто целые листочки, а только такие углы, треугольнички. Далее со всех сторон надо прикладывать полоски из вафельной бумаги. Тут тоже можно использовать как тонкую, так и толстую вафельную бумагу. Просто отрезала такие полоски и придавливаю, вдавливаю в сам торт. Надо добавить достаточно много полоски. Это такая работа на терпение. Ничего сложного, но просто время занимает. И потом, чтобы эти места, где прозрачивается еще масляный крем, чтобы их спрятать, чтобы не был виден вот сам крем, берем полоску и складываем так пополам. И потом эту согнутую полоску ставим туда, где просвечивается масляный крем. Так мы прячем крем и добавляем объем. Потом распечатала вот такие картинки на тонкой вафельной бумаге и дополнительно добавила сверху. Потом можно пройтись по бокам, тонировать края. Далее буду использовать вот такую конструкцию. Тут у меня шпилька. Шпильку обязательно надо промазывать шоколадом, чтобы изолировать от торта. Ни в коем случае торт не может прикасаться
к самой металлической конструкции. Обязательно надо изолировать. Есть кондитеры, которые изолируют пищевой пленкой, фолькой, но мне это кажется не так удобно. Я лучше промазываю шоколадом, даю ему застыть. Он застывает, и я кладу торт. Так как у меня будет второй ярус, надо прикрутить такую подложку деревянная и тоже изолирую верхнюю часть шоколада. Конструкцию надо хорошо затянуть, чтобы она хорошо держалась при транспортировке. И дополнительно, так как я промазываю шоколадом, эти гайки никак не могут открутиться. Они и так закручены довольно туго и дополнительно еще промазанные шоколадом. Ставлю второй ярус. И сейчас надо спрятать второй ярус, сделать, чтобы он как бы пыляет в облаках. Для этого я буду использовать декор, ажурный декор из вафельной бумаги. Он воздушный, готовится просто, а выглядит очень эффектно. Для такого торта я использовала 300 грамм вафельной бумаги, чтобы сделать весь этот ажурный декор. Прикладываю я этот ажурный декор, просто смачиваю водой. Он становится такой липкий и склеивается между собой. Первый ряд, конечно, надо немного подождать, чтобы хорошо прилип, высох, и только потом можно прикладывать следующий слой и делать объем. Тут тоже надо просто терпение, не спешить. А так вот этот декор очень хорошо просто держится, смачивая обычной водой. Я пробовала этот ажурный декор класть и на шоколад, и на декор гель, и на глюкозный сироп. И все же обычная вода подходит лучше всего. Далее добавляю немного декора из кокосовой мастики. Кокосовая мастика и пластичный шоколад, пластилиновый шоколад очень хорошо подходят для молдов, когда надо сделать какие-нибудь вот такие декоры. Мастика, она как бы прилипает, надо долго ждать, чтобы она высыхала в этих молдах. Тут я говорю о домашней мастике, так как я использую только домашнюю, я не использую покупную мастику. Добавляю бисквитный мох. Бисквитный мох я прикладываю на шоколад. Сверху добавила такие башни. Кокосовую мастику раскатала. Придала отпечаток с помощью трафарета кирпич. Потом вырезала нужного размера. Промазала шоколадом и скрутила в такую как трубочку и дала шоколаду застыть. И насчет шоколада кокосовая мастика очень быстро стабилизируется и держит форму. Конечно, такие башни можно сделать и внутри поставить начинку, как пирожные. А сам вот этот золотой конус – это вафля для мороженого. Покрасила просто кондурином, разбавленным водкой. И тоже, чтобы вафля не становилась мягкая, влажная, внутри налила шоколад. Дополнительно добавляю сахарные картинки, вафельные бабочки, и торт готов. С одной стороны, торт как бы не особо сложный, но все эти мелкие детали занимают очень много времени. Результат мне очень понравился. Я обязательно хочу приготовить еще такие торты в таком стиле. Они подходят для различных детских тортов. Очень праздничные, сказочные. А героев можно выбирать любых. Чтобы транспортировать такой торт, обычно самый удобный вариант – это держать в руках, так как конструкция при транспортировке может опрокинуться на бок. А если держать в руках, то то, что он там немного шатается туда-сюда, это никак не повлияет, если все хорошо прикрепить. Хоть и торт довольно высокий, он стабильный.
Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты, видео, эксперименты. Всем пока!